Это взрыв многоэтажки в Махачкале. Есть пострадавшие. Также в выпуске дроны долетели до Казахстана, а Шойгу может поменять работу. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы начинаем. Сразу два взрыва газа за утро произошло в дагестанской Махачкале. Первое ЧП случилось в жилой многоэтажке. Все машины пострадали. Дома, смотрите, все повыбивало. Очень сильный удар. Взрыв был вплоть до самого верхнего этажа. Взрыв произошел в доме по адресу Габцахская, 14. Пострадали два человека, один из них попал в больницу. Это женщина, у которой ожоги 60% поверхности тела. Она находится в тяжелом состоянии. 150 жильцов дома эвакуировали. По предварительным данным, в здании взорвался газ, вероятно, газовый баллон. Повреждения получили минимум 6 квартир. Во множестве остальных выбило окна. Также пострадали 50 автомобилей. В мэрии города сообщили, что дом находился в реестре построенных незаконно. У застройщика было разрешение на возведение 9-этажки. Фактически же в доме 14 этажей. При этом люди в 2021 году получили право собственности на квартиры через суд и заселились в здание до того, как его ввели в эксплуатацию. Договора поставки газа у дома также не было. При этом фактически газ оказался подведен. Второй взрыв в Махачкале случился, когда спасатели разбирали завалы после первого. Он произошел в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля. Здесь происшествие произошло, здесь скорая нужна и пожарная срочно. Реанимация желательно. Пострадали 5 человек, 3 из них в тяжелом состоянии. У них сильные ожоги и переломы ног. Предварительная причина взрыва тоже газ, а точнее его утечка на подземном газопроводе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Дагестана. Российские военные нанесли массированный удар дронами по Украине. Сообщается о 139 беспилотниках. В воздушных силах ВСУ заявили, что 78 из них удалось сбить, 34 не достигли цели. Пострадали 7 регионов, в том числе Киевская область. Здесь возникли пожары в складских помещениях. В Харьковской области под удар попал город Изюм, повреждено гражданское предприятие. В обоих случаях обошлось без пострадавших. А вот в Херсоне ранение получил 19-летний молодой человек. В Запорожской области 2 пострадавших. Женщина 58 лет и мужчина 30 лет. Продолжает расти количество раненых в результате удара по Сумам накануне. Теперь их больше 100, в том числе 23 ребенка. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на горсовет и спасателей. В ночь с понедельника на вторник город снова попал под атаку. Однако на этот раз обошлось без пострадавших, но возник пожар в частном доме. Российская Минобороны заявила, что ночью были сбиты 5 украинских беспилотников, все над оккупированным Крымом. Еще один дрон обнаружили в Казахстане. Об этом сообщили в полиции региона. Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты беспилотного летательного аппарата в Женибекском районе. Объект обнаружили в удаленной местности, вдали от населенных пунктов. Его принадлежность пока уточняется. Однако это уже 3-й беспилотник, который нашли в Казахстане с начала года. Издание «Арда-КЗ» отмечает, что Женибекский район граничит с Волгоградской и Саратовской областями. Последнюю недавно атаковали украинские дроны, которые нанесли сильный удар по аэродрому в Энгельсе. В феврале неизвестный летательный объект нашли в Бакиярдинском районе Западно-Казахстанской области. Спустя месяц еще один дрон обнаружили на территории Тоскалинского района. Содержание российско-американских переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, не будут разглашать. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Причина – технический характер обсуждений. Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам. Они сейчас анализируются. Ранее российские государственные агентства сообщали, что сегодня, вероятно, будет сделано совместное заявление Москвы и Вашингтона. Об этом же писало агентство Рейтер и приводило слова источника в Белом доме, что, цитата, «в ближайшем будущем ожидается позитивное заявление». Один из участников встречи, сенатор Григорий Карасин, впрочем, прокомментировал вчерашние переговоры. По его словам, осталось впечатление конструктивного диалога, полезного и для России, и для США. Многие проблемы обсудили, конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков.
Утечка переписки по поводу ударов по йеменским хуситам может дорого стоить Майклу Уолсу. Издание «Политика» пишет, что он может потерять пост советника по нацбезопасности США. Издание отмечает, что дискуссия о возможной отставке снова идет главным образом в чатах. Собеседник журналистов отмечает, половина говорит, что он не должен выжить после этого и не выживет. Конец цитаты. Двое других собеседников считают, что Уолс должен уйти сам, чтобы не ставить Дональда Трампа в неудобное положение. Впрочем, журналистка CNN Алайна Трин пишет у себя в аккаунте в X, что сам президент пока не намерен увольнять Уолса. А вот глава Пентагона и ЦРУ при Бараке Обаме Леон Панетта заявил изданию Independent, что кого-то из чиновников все-таки необходимо уволить. Случившееся он назвал серьезной ошибкой, которая может подорвать национальную безопасность и поставить жизни под угрозу. Суд дал условный срок владельцу шахты «Листвяжная», в которой 4 года назад погиб 51 шахтер. В официальном сообщении прокуратуры говорится, цитирую, «желание обогатиться и полное бездействие при поддержании объекта в исправном состоянии привели к гибели нескольких десятков человек». При всей тяжести ситуации владелец шахты получил 3,5 года условно, а под подписку о невыезде его отпустили еще в 2022 году. Еще 2 фигуранта, генеральный и технический директора компании СДС «Уголь», получили реальные сроки. В ноябре 2021 года в Листвяжной на глубине 250 метров произошел взрыв. Под землей в этот момент находились 285 человек. 50 из них погиб, несколько десятков пострадали, в том числе 5 спасателей. По официальным данным, за тот же 2021 год на Листвяжной выявили 914 нарушений. Ее работу приостанавливали 9 раз. Сергей Шойгу снова появился в инфополе. Говорят, что он может стать кандидатом на пост губернатора Свердловской области. По данным местных телеграм-каналов, сегодня бывший министр обороны возглавил совещание по паводковой ситуации в Екатеринбурге. Издание «Полпресс» у президента на Урале только вчера сообщало, что временным исполняющим обязанности главы области будет Денис Паслер, но спустя несколько часов новость удалили. Все это вместе с приездом Шойгу дало богатую почву для слухов. Напомню, что сейчас он занимает пост главы Совбеза, а после его отставки в Минобороны прошли чистки. И вот еще одна вечная рубрика «Хамство единороссов». На видео, которое мы сейчас покажем, глава одного из округов Чувашии сначала грубо выражается, а затем с кулаками нападает на участника совещания. Тут ведешь себя на не первый раз уже ведешь на леди, чего? Чего? Ну стоять! Героев надо знать в лицо. Этого члена «Единой России» зовут Сергей Галкин. Темой совещания было открытие сезона охоты. В Чехии на складе боеприпасов произошел взрыв. Это случилось около 9 утра по местному времени неподалеку от населенного пункта Боржины на востоке страны. 1 человек тяжело ранен. Вертолетом его доставили в больницу. Людей эвакуировали. Объявлен 3-й уровень тревоги из 4. По данным местной полиции, причина случившегося – нарушение технологического процесса. Как пишет Интерфакс Украина, склад принадлежал компании STV Invest, которая производит крупнокалиберные боеприпасы, которые используются в том числе в Украине. Кроме того, здесь ремонтируют военную технику и занимается поставкой запчастей. В прошлом году чешские исследователи сочли доказанным, что к взрывам на складах в 2014 году в Чехии была причастна российская военная разведка. Этот случай назвали частью, цитата, «долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки». Конец цитаты. В 2022 году после взрыва на складе оружия в Болгарии СМИ также писали о российском следе. Аргентинский президент Хавьер Милей поручил рассекретить все досье на нацистов, которые переехали в Аргентину после Второй мировой войны. Об этом пишет издание «Ля Насьон». Издание приводит слова премьера Гильермо Франкоса, который отметил, что Милей, цитата, «отдал приказ опубликовать всю документацию, имеющуюся в любом государственном органе, чтобы было известно абсолютно все, поскольку нет никаких причин скрывать информацию». Конец цитаты. Франкос уточнил, что до сих пор не были рассекречены документы о банковских и финансовых операциях нацистов. Точное число нацистов, бежавших в Аргентину после падения Третьего рейха, неизвестно. Самыми известными из них были Адольф Эйхман, который отвечал за депортацию евреев, а также врач Йозеф Менгеле, который проводил эксперименты над заключенными в Освенциме. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.